Красненький. Доброе утро, коллеги. Я надеюсь, вы меня слышите. Я, кажется, себя тоже слышу из зала, из динамиков. И сегодня я расскажу про то, как мы используем электрофизиологические методы для того, чтобы изучать мозг у сложно ведущих себя животных. Я хочу на самом деле начать с того, чтобы какие-то вот первые такие важные для меня ввести понятия, и чтобы вы тоже понимали, а, на чем будет базироваться, собственно говоря, мой доклад и мое отношение к тем методам, которые я в том числе использую в своей работе. Вот эти положения, они не совсем мои, но я с ними очень согласен. Их снова озвучили. И они на самом деле не на «вы», они как бы стандартные. Их озвучили вот в одной из своих последних статей Гомес Марин и Газанфар. Статью я могу порекомендовать всякому для прочтения. Она называется «The Life of Behavior». Вот здесь вы видите внизу ссылочку на нее. И вот эти авторы, они говорят, что напоминают нам снова, что живые системы работают вообще-то в режиме самообеспечения ресурсами и поддержания должного функционального состояния. И вот это их отличает от неживых инертных систем. Живые существа, живые системы состоят из клеток. И эти клетки способны поддерживать стабильное внутреннее состояние, ну, обеспечивать нам некую физиологию, превращая пищу в полезную энергию. Важно помнить еще, что живые вещества постоянно растут, развиваются и воспроизводятся. И для всего для этого им нужна энергия. И это энергия, которую постоянно нужно получать извне, она нужна для того, чтобы поддерживать низкий уровень энтропии. И это, собственно говоря, всем своим существованием живые существа бросают постоянный вызов второму закону термодинамики. Каждое, всякое живое существо, оно обладает определенной морфологией и физиологией. И вот эта определенная морфология, появившаяся, и физиология, появившаяся в процессе эволюции, они как раз обслуживают вот эту вот способность приобретать энергию для существования. И самым важным для нас, для нейрофизиологов, для нейробиологов свойством живых систем является способность генерировать поведение. И вот поведенческие стратегии, которые улучшают способность приобретать энергию и преобразовывать ее для получения успешного потомства и в конечном итоге помогают виду разрастаться в процессе естественного отбора на вот длинной шкале эволюционного времени, они как раз и интересны, поведенческие стратегии эти, и нам в нашей работе. Выживание вида в рамках естественного отбора – это предельная цель каждого отдельного его представителя. И вот именно целенаправленность поведения животных является той особенностью, которая отсутствует в чисто физических системах. И про целенаправленность, в принципе, много говорят наши коллеги, хотя на самом деле целенаправленность – это не тот аспект, скажем так, который активно обсуждался в последние многие годы, десятилетия вот в нейрофизиологической среде. Раньше считалось, что животное и его мозг – это такой черный ящик, который можно каким-то образом простимулировать и получить ответную реакцию. И вот, собственно говоря, регулируя параметры стимуляции, можно было влиять на реакции и пытаться понять вообще, каким образом, как устроен, собственно говоря, этот черный ящик. Следующим шагом я хочу немножко развернуть, собственно говоря, и уйти от этой схемы, где мы смотрим на мозг как на черный ящик, который нуждается в постоянной стимуляции, в постоянном воздействии исследователя для того, чтобы быть понятым, к такому более сложному концепту организации поведения, который предполагает на самом деле петли обратной связи. И об этом тоже на самом деле говорят и Гомес Марин с Газанфаром.
и они, в принципе, в своей статье тоже показывают эту схему, но я хочу ее как-то к какому-то более близкому мне примеру применить и показать на самом деле, как может быть организовано поведение такого сложного животного, как человек, и, на мой взгляд, и любого другого животного. То есть мы зависим от внешнего мира. В внешнем мире находятся ресурсы, внешний мир подает какие-то сигналы, и он на нас воздействует. И вот когда, например, под моим управлением есть какая-то маленькая среда обитания, определенным образом организованная, в котором есть определенные ресурсы, я должен постоянно быть в таком в бодром, бдительном состоянии, чтобы не упустить правильных, нужных моментов. А если эта среда обитания еще очень сильно зависит, это живая среда обитания, живая система, она еще зависит и от каких-то внешних погодных условий, то мне, например, нужно совершенно четко понимать, каким будет завтрашний день для того, чтобы, например, определив, что настала пора сбора ресурсов, понять, какие действия нужны для того, чтобы эти ресурсы собрать. И после того, как этот ресурс собран, происходит, собственно говоря, оценка результата, и этот оцененный результат, он может быть использован вновь для того, чтобы контролировать внешнюю среду и чтобы контролировать ту систему, в которой я живу, нахожусь, выживаю и от которой я, в принципе, завишу. Можно сказать, да, это как бы типичное человеческое поведение, но с другой стороны можно вспомнить прекрасно, что многие животные, даже такие там, как социальные насекомые, те же самые муравьи, листорезы, они тоже вынуждены контролировать сложные живые системы и организовывать свое поведение таким образом, чтобы быть успешными и постоянно получать ресурсы с тех систем, в которых они живут и которые они контролируют. И если посмотреть на поведение человеческое в комплексе или там поведение животного в комплексе, то понятно, что есть таких три основных блока. Это восприятие, и это способ взаимодействия с внешним миром. Есть некие действия, моторные акты, и это действие, направленное опять вовне, во внешний мир. Но при этом есть некий вот такой вот средний блок, который психологи, и мы, унаследовав этот подход психологов, тоже пользуемся им. Есть некая средняя часть, которая называется познание, cognition. И опять-таки это сложная достаточно вещь, в которую входит и внимание, и память, и мышление, и намерение. И это, собственно говоря, то, что обеспечивает наш мозг, когда мы должны взаимодействовать с внешним миром. И это, собственно говоря, те функции, те процессы, которые протекают в мозгу и которые лежат на мозговом субстрате и помогают нам оформлять поведение, делая его успешным. И волей-неволей встает вопрос о том, где же, собственно говоря, все эти функции локализованы. И наши исследования и то, чем мы занимаемся долгие уже годы и даже столетия, я имею в виду нас, всех нейрофизиологов, это, собственно говоря, проблема локализации функций. И локализовывать функцию можно на разных уровнях. Можно локализовывать их на уровне целого мозга, определяя какие-то области, которые связаны с определенными процессами когнитивными. А можно спускаться все дальше и дальше, все ниже и ниже, и опускаться до уровня там, молекул отдельных. Но об этом пойдет речь немножко позже. Но если смотреть действительно на таком глобальном уровне, то есть очень красивая такая метафора, которую в своей книге приводит Мэтью Уолкер. Он говорит, что что мозг можно представить себе таким большим стадионом, на котором собралось большое количество болельщиков, вот, а мы пытаемся понять, как устроен мозг, поместив над ним какой-то один, не знаю, два, три, десяток микрофонов, и по этому общему гулу мы пытаемся понять вообще о том, как функционирует этот стадион, и вообще понять, какая игра там на самом деле происходит.
Но понятно, что есть вот на этом большом стадионе есть разные совершенно части, опять-таки про локализацию функции. Здесь есть какая-то важная центральная часть, на которой, собственно говоря, происходит игра, и она в определенном месте локализована стадиона. Есть разные группы и разные места, где локализованы болельщики той или иной команды. Вот. И у нас появляется больше шансов понять, как работает вся эта система, если мы разместим больше электродов, больше микрофонов, которые будут находиться рядышком с теми местами, в которых происходит что-то интересное. И, собственно говоря, вот задача электрофизиолога, нейрофизиолога заключается в том, чтобы максимально приблизиться к тому месту в мозгу, которое отвечает за локализацию определенной функции. Поскольку стадионы бывают разные, вот, это мы знаем, то, соответственно, и нужны разные подходы. Нужны разные аккуратные подходы для того, чтобы можно было, изучив разные устройства разного мозга у разных животных, понять, как в целом, есть ли какие-то общие механизмы, которые обеспечивают такое целенаправленное поведение у животных. Ну и вот за последних много десятилетий, и на самом деле, хотя не так-то много времени прошло, здесь вот показаны те методы, которые мы используем как нейрофизиологи, и показаны две картинки. То есть вот то, что было в 1988 году, какими методиками мы владели, и статья 2014 года, и что появилось на самом деле, что было вот что есть в нашем распоряжении, начиная вот или к 2014 году и с этого момента. И понятно, что у нас есть разные способы, скажем так, по крайней мере, две характеристики, с помощью которых мы можем, которые ограничивают работоспособность и действенность наших методов. Это, с одной стороны, время, вот, а с другой стороны, пространство. И пространство от макроуровня, от уровня всего мозга до микро, до уровня отдельных ионных каналов, например, и время тоже от миллисекунд до дней, месяцев и лет. И понятно, что когда мы пытаемся зацепить какую-то отдельную функцию когнитивную, отдельный какой-то когнитивный процесс, такой как, например, decision making, вот, то его мы можем исследовать разными способами. Мы можем использовать молекулярные или оптические технологии в экспериментах на животных. Мы можем использовать функциональную ядерно-магнитно-резонансную томографию для экспериментов у человека. Мы можем использовать удаление частей мозга, опять-таки, у грызунов. Но в том числе мы можем использовать регистрацию отдельных клеток, например, у приматов. И это достаточно успешная методика. И видно, что она хороша тем, что она работает на достаточно таком узком диапазоне пространственном, то есть она спускается до уровня нейронов. Мы считаем, что нейрон – это та функциональная единица в мозгу, которая осуществляет, собственно говоря, основные вычисления и обеспечивает основной функционал мозга. Вот. То есть либо это отдельные нейроны, либо это группы нейронов, вот, которые могут регистрировать отдельные там микроэлектроды. Вот. Во временном масштабе можно до нескольких дней наблюдать, например, активность одного и того же нейрона или даже недель, а на самом деле чуть позже будет речь о том, что мы можем даже несколько месяцев регистрировать активность одного и того же нейрона. Таким образом, мы видим вот этот арсенал методов, который есть у нас в распоряжении, и сейчас вот понятно, что они работают в диапазоне от макро, от целого мозга до микро. И сейчас я бы хотел уже сконцентрироваться, собственно говоря, на экстраклеточных регистрациях, вот, и рассказать вот коротко о том, что первые регистрации такой вот импульсной активности нейронной, они были сделаны еще вот где-то в районе 1926 года. Вот, и вы видите регистрацию из работы Эдгара Дугласа Эдриана.
Вот, и вы видите на самом деле вот эти вот отдельные спайки, которые, насколько я припоминаю, они были зарегистрированы в сенсорном окончании, по-моему, даже мозга лягушки, что ли. Вот. И идея у него была простая. Он предложил использовать микроэлектрод, наполненную стеклянную такую микропипетку с проводящим раствором и электронно-лучевую трубку. Вот. И когда, ну, потом уже технология стала развиваться, здесь показан, конечно, металлический электрод, который жестче, надежнее, но смысл остался в том, что то есть вы приближаетесь к клетке, которая способна генерировать потенциалы действия. Эти изменения потенциала вы можете зарегистрировать с помощью микроэлектрода. И вот на этой такой временной диаграмме видно, что уже через 30 лет появились вольфрамовые микроэлектроды. И вот читать эту временную такую диаграмму, временную развертку тех методов и тех успехов, которые были с помощью их достигнуты, вот нужно следующим образом. То есть вот одним цветом показаны э, сверху мы видим разные типы технических, скажем так, устройств, которые позволяли регистрировать активность экстраклеточно, а снизу мы видим те достижения, которые э, были достигнуты в результате вот использования этих технологий. Вот если появился вольфрамовый электрод в 1959 году, то мы видим, что вот в 1959 году была открыта уже структура рецептивных полей простых и сложных клеток в первичной зрительной коре. И вот эта вот работа, она потом позднее была удостоена Нобелевской премии. Кроме того, здесь же вот с помощью этой методики были обнаружены клетки места в гиппокампе, которые тоже на самом деле были удостоены потом, вот эта работа была удостоена Нобелевской премии. Вот. Обнаружены были тоже, это достаточно интересная концептуальная вещь, тоже клетки реагирующие, детектирующие лица в нижней височной коре. И все это вот в таком вот интервале там 20, 25, 30 лет. Вот. А кроме того, например, вот такие находки были сделаны, как вот в среднем мозгу дофаминовые нейроны, которые коррелируют, и активность которых коррелирует с вознаграждением. Ну и вот видно, что там, например, в 70-е годы появились силиконовые уже такие пробы, на которые микроэлектроды расположены на силиконовой подложке, вот, тетроды. Ну и мы видим, что вот, например, с помощью тетродов тоже вот соавторы Джона О'Кифа, который обнаружил place cells в гиппокампе, вот, вместе с ним тоже получили Нобелевскую премию за работы, которые позволили обнаружить клетки сетки в энтеринальной коре. Ну вот видно, что технология экстраклеточных регистраций от одного электрода очень быстро сделала скачок в направлении использования и от регистрации в течение одного короткого эксперимента острова, когда животное в анестезированном состоянии тестируется на разного типа стимуляцию. И опять-таки мы вспоминаем про вот этот черный ящик, вот, то очень быстро и вот обнаружить place cells, например, невозможно без того, чтобы животное не было подвижным. И здесь мы уже, мне кажется, что концептуально тоже переход, например, к тетродам, к имплантируемым устройствам, он позволил по-другому, опять-таки, вернуться вот к изучению поведения как вот сложно организованные петель обратной связи, которые нужны для контроля за внешними условиями. И вот такие имплантируемые устройства, они сейчас популярны, и вот мы видим, что вот с помощью модификаций силиконовых проб, там-то array, в том числе сейчас изучается и проводятся регистрации в сетчатке, например, ну и
прочая работа. Здесь появляются какие-то вот новые технологии, они другим цветом немножко показаны. Они, конечно, имеют отношение к тем технологиям, которые использовались на заре развития вообще экстраклеточных регистраций многоканальных. Вот. Но это уже отчасти самостоятельные такие технологические решения. Про них я тоже немножко дальше скажу. Вот. Что же мы в результате регистрируем, когда мы говорим про экстраклеточной активности? То есть у нас есть какой-то референтный электрод, у нас есть наш электрод регистрирующий, и вот от той ткани, которая находится вокруг кончика нашего регистрирующего микроэлектрода, мы получаем сначала сырые данные, которые, собственно говоря, являются смесью низкочастотного сигнала и высокочастотного. Низкочастотный сигнал – это локальные полевые потенциалы. Вот, эти локальные полевые потенциалы, они важны, в том числе их изучают активно, поскольку есть интерес к тому, как вот связывается и как синхронизируется активность в разных частях мозга. И они могут быть зарегистрированы именно вот таким вот локальным маленьким микроэлектродом. Высокочастотный сигнал – это, собственно говоря, сигнал от отдельных клеток, и с ним нужно сначала еще как следует поработать, потому что, как правило, кончик электрода регистрирует активность в таком объеме ткани, у которой радиус где-то 140 микрометров. И, соответственно, большое количество клеток может быть одновременно находиться рядышком с кончиком микроэлектродов, и в зависимости от характеристик этого микроэлектрода, вот, мы можем такой многоклеточный шум регистрировать, и этот многоклеточный шум нужно еще отделить отдельные активность отдельных нейронов друг от друга. И вот мы видим, что с помощью специальных методик сортировки спайков, вот, сортировки потенциалов действия, мы можем отделить активность нейрона 1 от нейрона 2 и уже дальше работать с этой активностью либо по отдельности, либо сравнивать ее как-то друг с другом, вот, либо там коррелировать эту активность друг с другом. Но вот у нас появляется, значит, по крайней мере, там два типа сигнала на наших микроэлектродах. Это отфильтрованные низкочастотные локальные полевые потенциалы, которые, ну, в какой-то мере являются аналогом электроэнцефалограммы. Вот. И, собственно говоря, активность одиночных нейронов. Значит, вот опять-таки, если вернуться к вопросу долговременности регистраций, то здесь есть... То вот еще один такой дополнительный график у меня есть. Здесь видно, как на какой пространственной шкале вот по отношению вообще скажем так, к размерам мозга работает тот или иной метод, и как долго он может давать информации про вот с этой пространственной шкалы. Вот. Здесь на самом деле вот показано еще разрешение, с каким могут работать эти разные методы. И, соответственно, вот если смотреть на Patch Clamp, то он вот работает на шкале 10 минус 7 метра, то есть с каким-то кусочком даже буквально мембраны, вот, и там до 1 миллисекунды пространственное разрешение. При этом можно с помощью метода Patch Clamp регистрировать активность отдельного нейрона несколько часов. Вот. Тогда как вот, например, индикаторы кальция, с ними можно работать до нескольких месяцев, то есть вы можете проверять животное регулярно, сажать в эксперимент и снимать активность от одной и той же части мозга и от одной и той же части одной и той же группы нейронов. Вот. Ну и есть, собственно говоря, имплантируемые экстраклеточные электроды и специальные такие устройства. Они работают на уровне отдельных клеток, ну, может быть, там групп клеток. Вот. У них тоже очень хорошее временное разрешение, но вот их активность ограничена вот этим вот прямоугольником. Это дни, может быть, несколько недель. И на самом деле продолжением этого метода является то, что называется вот это вот
сетевая такая сеточная электроника, вот, которая в перспективе, сейчас это такая модная область, она только развивается, она может позволить регистрировать активность до одной и той же группы нейронов или одной и той же клетки несколько лет. Вот. Ну и, естественно, вот эти методы, которые работают с целым мозгом, да, они тоже длительное время у одного и того же пациента, например, с помощью fMRI можно регистрировать активность и сравнивать ее в течение длительного времени, даже несколько десятилетий. То же самое с электроэнцефалограммой. Вот. Но пространственное и временное разрешение этих методов хуже, а мозг работает быстро, поэтому все-таки вот интерес к таким вот имплантируемым микроэлектродам, он довольно высок, и технологически сейчас разные решения, о которых пойдет речь чуть позже, они появляются и становятся доступными для исследователей. Значит, если вернуться опять к нашему классическому эксперименту, то мы видим, что нас интересует, как правило, какая-то практически мгновенная ситуация в жизни животного. Мы его выхватываем для эксперимента из его обычной, скажем так, среды, даже если он растет для того, чтобы принимать участие в экспериментах. Вот, и оцениваем как-то. И нас, в принципе, не интересует, что происходило с этим животным до эксперимента и что с ним будет происходить дальше. Ну, конечно, если эксперимент более-менее продолжительный и имеет целью изучения памяти, то этот промежуток времени, он, ну, может там быть несколько месяцев, может быть даже несколько лет, но, тем не менее, если животное живет дальше, то после эксперимента его судьба нас не очень интересует. И я опять хочу вернуться, вот, собственно говоря, уже ближе к тем работам и к своему опыту использования экстраклеточных микроэлектродов и на его примере показать, как можно работать и какую информацию можно получать о работе нейронов с помощью экстраклеточных хронически имплантируемых электродов. Мы в нашей лаборатории используем ту технологию, которая в нашем институте появилась уже давно, уже получается около 50 лет тому назад. Вот, и можно проследить вообще путешествие этой методики по разным странам и городам. То есть она по большому счету появилась в Лондоне, потом развивалась в Москве, в том числе вот Галина Христофоровна Мержанова активно работала с этой методикой. Потом я с ней познакомился благодаря знакомству сына с Парадой во Фрайбурге в Германии. И теперь мы в Москве вот используем эту методику тоже для того, чтобы регистрировать экстраклеточную активность. А корни у нее опять-таки вот в этой лежат вот в том методе, который предложил Эдгар Дуглас Эдриан. Это просто регистрация экстраклеточной активности отдельных нейронов. Вот. И что мы здесь имеем? Мы пытаемся подвести микроэлектрод ближе. Я просто напоминаю еще раз к отдельному элементу нашей сложной системы, который является мозг. Мы регистрируем потенциал действия. Эти потенциалы действия, такая нативная нейрограмма выглядит вот таким образом. Мы ее начинаем анализировать. Для начала вводим порог, выделяем отдельные события из фонового шума, превращаем вот этот аналоговый сигнал непрерывный в дискретный, в активность отдельных нейронов. Вот. Ну и потом смотрим. Если нейрон молчит или у него там какая-то спонтанная активность, то мы видим одну частоту разряда. Если нейрон активируется, то мы видим другую частоту разряда. И в принципе это все еще можно дополнительно слышать. Вот. И очень хорошо всякие перкуссионные озвучка может показать, как вообще работает нейрон. Это такие действительно щелчки, которые похожи на какую-то такую отчасти на барабанную дробь. Вот. Если говорить о технических деталях, то вполне можно самим изготовить микроэлектрод. Это несложная конструкция.
можно использовать никель-хромовую проволоку маленького диаметра 12-16 микрометров. И ее нужно только припаять к такому специальному коннектору, который будет находиться на поверхности черепа животного и обеспечит к нему доступ, собственно говоря, к регистрирующим кончикам той аппаратуры, которая нужна для регистрации сигнала. Вот эта часть опускается в мозг, а это то, что остается снаружи. И, собственно говоря, тоже в хронических имплантациях служит таким основанием для проблем. Потому что всегда все, что проходит сквозь кожу, может потенциально служить источником инфекции, и это та точка, которая опасна и за которой нужно постоянно следить. Значит, если у нас вот можно посмотреть на нейронную активность, которую мы регистрируем. Здесь пример, сколько тут, 9 каналов. Видно, что на некоторых вот отдельные спайки, потенциалы действия довольно хорошо выражены, и высокая частота разряда. На других же каналах спайки, там достаточно маленькие, но тем не менее даже в этих случаях с использованием определенных методик можно довольно хорошо выделить активность одиночного нейрона из фонового шума. Мы оцениваем, как правило, амплитуду одиночных событий от одиночных нейронов по отношению сигнал к шуму. И в принципе она достаточно неплохая. И для выделения, по крайней мере, я говорю сейчас о той конструкции, о тех материалах, которые мы используем для регистрации экстраклеточной активности. И для того, чтобы выделить активность одиночных нейронов из шума, используется метод главных компонент, как правило, или какие-то другие ухищрения, которые позволяют увидеть, используя первую, например, вторую главные компоненты, которые содержатся в таком сигнале, в потенциале действия, для визуализации, собственно говоря, где этот потенциал действия лежит во всем поле этих параметров. И когда есть четко выраженные кластеры, их можно либо в ручном режиме ограничить и выделить, либо, то есть разные специальные программы для сортировки спайков, либо можно даже автоматически это сделать. И примеры активности трех разных нейронов мы видим, в принципе, на нижней диаграмме. И здесь, естественно, встает вопрос, если мы замахиваемся на хронические имплантации, стабильную регистрацию активности одного и того же нейрона длительное время, то надо это как-то оценивать. Еще, скажем так, лет 15 тому назад сообщество вообще с трудом верило, что можно от одного нейрона регистрировать активность длительное время, больше, чем один день. Но постепенно, сейчас уже прошло 15 лет, и как-то вера в это есть, и уже ни у кого не вызывает сомнений, что это возможно, потому что в том числе есть автоматические методы для оценки стабильности регистрации. Как правило, используется форма спайка. Даже если немножко изменяется амплитуда, то форма спайка или коэффициенты корреляции между формами спайков, они довольно стабильны. И видно сразу, когда меняется активность на каком-то электроде и появляется новая клетка, видно сразу падение при сравнении потенциалов действия, которые приходят от разных клеток. Хотя и нужно сказать, что, в общем-то, не такое большое нейроны, скажем так, вернее, потенциалы действия, они не индивидуальны для каждого нейрона. То есть они более-менее для разных типов клеток, да, их можно различить. Хорошо различаются, например, потенциалы действия, которые мы регистрируем от пирамидных клеток и от тормозных интернейронов. Но так сказать, чтобы этот потенциал действия, он принадлежит к какому-то определенному конкретному нейрону, нельзя. Но, тем не менее, по
Кроме того, еще и по связям, если ситуацию немножко усложнить, по связям, по расчетам связей этого нейрона с другими нейронами, функциональных связей с помощью кросс-корреляций, по форме гистограмм межимпульсных интервалов, можно утверждать, что вот мы регистрируем активность одного и того же нейрона. И вот, например, вот в некоторых примерах вот здесь видно, что здесь где-то порядка 15-16 дней активность регистрировалась от одной и той же клетки. Хорошо, что мы потом делаем? То есть мы вот выделили активность отдельных нейронов, превратили это вот в такой, дискретизировали аналоговый сигнал. Мы, как правило, используем, несмотря на то, что я говорил о том, что мы не относимся или стараемся, или думаем о том, чтобы не относиться к мозгу как к черному ящику, все равно до сих пор мы стараемся использовать много повторений стандартных каких-то стимульных ситуаций для того, чтобы определить среднюю активность нейрона. Ну и вот каждый раз немножко активность может меняться, но в целом нейрон возбуждается, вот при виде, активируется при виде вот такой там сложной сцены. И эти данные можно еще раз как бы дискретизировать, усреднить и построить такие, то, что мы называем перестимульные гистограммы. Это распределение частоты разряда нейрона во времени, значит, в зависимости с момента появления стимула. Стимул может там появиться где-нибудь вот в этот вот момент приблизительно. Вот, и видно, что нейрон после появления стимула начинает увеличивать частоту разряда. Ну, для того, чтобы как-то работать с такими имплантируемыми устройствами, естественным образом нужно закреплять на черепе, собственно говоря, вот это место контакта, которое позволяет присоединять регистрирующую аппаратуру, электронику. Ну и вот в наших экспериментах в свое время была разработана такая конструкция, которая еще параллельно позволяла и двигать микроэлектроды, и чтобы там не годами сидеть около одной группы нейронов, а все-таки постараться набрать как можно больше экспериментальных данных. Мы сделали такой микроманипулятор, который крепился на черепе животного и мог стоять там длительное время, несколько лет. Вот, и постепенно сдвигали электроды с помощью этого микроманипулятора, продвигая их вперед и осуществляя запись. Ну вот мы условно считали, что где-то вот из 2 таких кубических миллиметров коры. При этом при необходимости с помощью такого микроманипулятора электроды вообще можно втянуть обратно в направляющую трубочку, немного поменять положение направляющей трубочки и пойти в новое место в мозгу. И это, в принципе, тот подход, который в том числе используется и при регистрации с отдельными микроэлектродами. Вот эта вот конструкция Ball and Socket, ну, она, по крайней мере, 30-40 лет тому назад активно использовалась во многих лабораториях. Интересно, что вот эти микроэлектроды, они, в принципе, пучки микроэлектродов, они обладают таким полезным свойством, они дают такой относительно локальный артефакт в структурном магнитно-резонансном, ну, при проведении структурной магнитно-резонансной томографии. И это позволяет локализовать и обнаружить то место, в котором находятся кончики микроэлектродов. Это, в принципе, вот МРТ животного прижизненное. Мы просто в какой-то момент... Все остальные конструкции, кроме пучка, были сделаны из пластика, и, соответственно, они не давали каких-то безумных артефактов. Но только пучок, вот он как бы хорошо был виден на самом деле вот в этой локации. У другого животного пучок виден как-то не так хорошо, но, в принципе, вот мы знаем, здесь вот электроды находились в передней части нижней височной коры. Это та часть мозга низших приматов, которая отвечает за восприятие сложных объектов и в том числе лиц.
И тогда вот если у вас есть такая имплантированная конструкция, то вы можете организовать уже эксперимент с бодрствующим животным. Вот, и эксперимент может быть построен по типу, опять-таки, черного ящика, а может быть построен и с более сложными поведенческими парадигмами, в которых животному нужно оценивать каждое свое действие и принимать решения, которые будут там запускать цепочку определенных действий. Но вот я расскажу сегодня о простом эксперименте, когда животному предъявляются разные стимулы, оно должно определенным образом отреагировать на этот стимул и получить подкрепление. Мы регистрируем нативные нейрограммы с многих каналов. Мы используем 64 микроэлектрода, и эти 64 микроэлектрода, они дают, ну, половина или треть из них обычно бывает активна. В разные моменты разная половина электродов может быть активна. Вот. Ну и на одном электроде можно зарегистрировать от 1 до 2 клеток, ну, порядка там 30-40 клеток параллельно можно, в принципе, регистрировать на таком пучке 64 микроэлектродов. И это на самом деле большая проблема, которая стоит в том числе перед другими конструкциями. То, что называется yield или там выход нейронной полезной информации, которую можно получить с этих устройств, которые стоят длительное время в мозгу у животного. И вот добиться того, чтобы высокой эффективности, это, в общем-то, задача, которая не решена до сих пор, и она, ну, ее, в общем, активно пытаются решить. Использовать можно разные наборы стимулов. И, например, для нижней височной коры интересно использовать как раз сложные изображения, среди которых есть и лица, изображения животных, изображения рук, вот, ну и какие-то другие объекты, которые мы наивным образом можем предположить, могут быть биологически значимы для животного. Ам, Прелесть, и об этом тоже чуть позже я скажу, вот таких хронически имплантированных электродов в том, что они позволяют протестировать большие наборы стимулов разных. И в некоторых экспериментах до 10 тысяч стимулов можно было использовать, и активность одного и того же нейрона можно было увидеть в ответ на набор из 10 тысяч стимулов, а это уже там, ну, скажем так, приблизительно соответствует тому количеству зрительных объектов, которые животное может увидеть за всю свою жизнь. Что делать? Опять-таки, если вернуться к базовым вещам, что можно делать с помощью экстраклеточной регистрации, и что, например, делали в свое время Хьюбл и Визел, которые получили Нобелевскую премию за регистрацию активности в первичной зрительной коре. А, Они определяли, как зависит активность нейрона от линии наклона, угла наклона линии или границы в зрительном поле у этого животного. И тогда, если у вас есть какой-то регулярно изменяющийся параметр, вы можете построить кривую настройки и сказать, что вот да, активность этого нейрона максимальна, например, на вертикальную линию, либо на горизонтальную линию. И тогда у вас получается такая колокообразная кривая. Вот, все ориентации линий, которые предъявляются животному в рецептивное поле, которые похожи на вертикальную ориентацию, они будут давать максимальный ответ. А все линии, которые отличаются, там ближе к горизонтали, они не будут вызывать ответ у нейрона. Эм, Ситуация вот такими со сложными стимулами зрительными, она немножко сложнее. Вот здесь мы не знаем, не всегда можем контролировать те параметры, которые значимы для нейрона. Но тем не менее можно попробовать построить такую вот альтернативную кривую настройки, где максимальный ответ, где стимулы как бы выставляются от максимального ответа к минимальному. То есть здесь просто номер стимула, он у меня тут как-то так отображен немножко странно, вот, но это не важно. Здесь было порядка там 100 стимулов. Нет, здесь было 70 стимулов, просто они там как-то тоже нормированы получились. А, Но суть в том, что здесь просто номер стимула,
А здесь в первом выставляется тот стимул, который дает максимальный ответ. И все остальные ответы нейрона, они по убыванию идут. И видно, что кривые настройки, они совершенно разные бывают. То есть бывает нейрон, который более-менее узко настроен, то есть он приблизительно отвечает на 1/3 всех стимулов, а этой 1/3, например, может быть группа лиц. Вот. Либо бывают нейроны, которые отвечают практически на все стимулы. И для него трудно определить вообще, а, какие характеристики стимула вызывают, собственно говоря, вот этот максимальный ответ. Но стоит заметить, что вот такие кривые настройки, они строятся, как правило, по усредненному ответу. То есть кроме вот этих перистимульных гистограмм, возможно, еще одно огрубление данных, когда просто берут какой-то интервал времени, например, от 200 до 300, до 500 секунды с момента предъявления стимула и усредняют частоту разряда. И вот, собственно говоря, вот эти кривые, то есть теряется еще и временная структура разряда. О временной структуре разряда я немножко потом попозже скажу. Вот. Она теряется, а она может быть тоже специфична. И здесь это такая действительно грубая оценка, которая позволяет оценить, насколько хорошо нейрон реагирует вообще вот на какой-то конкретный набор стимулов. Ну а вот что касается временной структуры разряда, то здесь вот если посмотреть и здесь я еще раз хочу уточнить, что следует понимать под стабильностью регистрации. Вот. Соответственно, отдельно вот такая вот линейка вертикальных линий – это потенциалы действия, которые были получены на одно предъявление стимула. И, например, в течение одного дня мы 20 или 30 раз предъявляли вот этот конкретный стимул и получали на него вот такие вот разряды нейронов. Их можно сравнить с тем, что происходило на следующий день. Вот. Ну и можно посмотреть, как выглядят перистимульные гистограммы. Серый цвет – это то время, когда стимул был на экране виден животному. 0 – начало стимуляции. И видно, что на разные стимулы может быть разный паттерн разряда. Например, вот эти два стимула различаются тем, что здесь мы видим ранний ответ там, в районе 100 миллисекунд, а на другой стимул латентность гораздо больше. Вот. Здесь, например, видно совершенно четкий ответ на вот этот стимул, на какой-то очередной цветок, вот, но потом начинается тормозная пауза, и понятно, что вот нейрон сигнализирует о том, что он видит в своем поле зрения вот этот конкретный зрительный объект только какое-то очень короткое время после предъявления данного стимула. Ну вот то, о чем я говорил раньше, то есть вот эти кривые настройки, они получаются при усреднении всей частоты разряда вот в этом интервале с момента предъявления стимула. И, соответственно, они являются такими довольно грубыми. Понятно, что паттерн и дискуссия о том, что важно для кодирования информации в зрительной системе и в таких областях, которые находятся высоко в иерархии зрительной системы, она до сих пор продолжается. И есть идеи, что важна просто средняя частота разряда в тот момент, пока мы видим стимул, а кто-то говорит, что есть такие авторы и работы, которые утверждают, что важна как раз вот эта временная структура разряда нейронного. Ну, а кроме того, еще можно посчитать их дополнительные какие-то. То есть, если и в целом, если говорить о стабильности, то есть мы видим, что вот этот временной паттерн разряда, он, в принципе, свойственен нейрону, оказывается, в разные дни регистрации. Но если еще там, опять-таки, каким-то грубым характеристикам регистрации, характеристикам работы нейрона как-то отнестись с точки зрения стабильности, и есть
такие характеристики, которые называются, например, глубина селективности или распределенность кодирования, то вот эту характеристику можно вычислить для активности нейрона, которая наблюдалась, например, в течение одного дня. И потом сравнить, если у вас был какой-то протяженный период наблюдения за активностью данного нейрона, сравнить эту такую интегральную характеристику для начала регистрации, вот для первого дня регистрации и для последнего дня регистрации. Видно, что вот для тут что-то порядка 70-69 нейронов, видно, что вот эта характеристика интегральная такая, глубина селективности, либо распределенность кодирования, они остаются постоянными в течение всего периода наблюдения за активностью данного нейрона. То есть можно говорить о такой вот, что, по крайней мере, на уровне грубой оценки стабильность регистрации возможна, и мы как раз наблюдаем за стабильной регистрацией нейрона. Ну вот еще раз, чтобы подтвердить на таких, конкретных экспериментальных данных и реакциях нейрона на отдельные стимулы в отдельных попытках. Вот здесь видно, что разные нейроны у одного и того же животного, которые регистрировались одновременно, по-разному могут реагировать на разные зрительные стимулы, но при этом паттерн разряда и временные модуляции частоты разряда, они сохраняются в течение, вот, например, 16 дней. То же самое видно и там для другого животного, то есть стабильность регистрации вот на уровне одного нейрона, она есть. И можно, конечно, здесь вот мы знаем, что есть такой принцип организации нейронных сетей, в котором нейроны с похожими свойствами находятся рядышком друг с другом. Это показано там для первичной зрительной коры, например, и всем известны колонки ориентационной чувствительности, в которых нейроны отвечают на похожие ориентации линий. Вот. Они тоже, эти колонки ориентационной чувствительности, были в свое время показаны Хьюбелом и Визелом, и они, собственно говоря, это сделали с помощью сначала одного микроэлектрода, и гипотезу построили на основании экстраклеточных регистраций, а потом позднее с помощью разных методов картирования, оптического картирования и картирования с помощью дезоксиглюкозы было показано, что действительно существуют вот эти колонки, в которых собираются нейроны с похожими свойствами. В этом же направлении тоже работал Манабу Танифуджи, который говорил, что и в нижневисочной коре тоже есть колонки, в которых нейроны с похожими свойствами находятся рядышком друг с другом. Вот. И поэтому можно сказать, что ну окей, вот мы говорим о стабильности на основе каких-то свойств нейрона, которые мы видим на основе его кривых настроек или там паттерна временного разряда. Но может быть это два разных нейрона, которые лежат рядышком, и у них похожи функциональные свойства. Ну вот на этот аргумент, значит, мы обнаружили в свое время, что нейроны, которые регистрируются на одном и том же электроде, и которые по всей логике экстраклеточных регистраций находятся на расстоянии не более чем 50 микрон друг от друга, они могут в принципе по-разному отвечать на разные стимулы. И здесь вот показаны перестимульные гистограммы и ответы вот в отдельных попытках нейронов. Эти нейроны реально регистрировались на одном электроде и лежали рядышком друг с другом. И это вот эти наши стимулы, которые вот показаны вот здесь. Вот и видно, что на эти разные стимулы два нейрона отвечают по-разному. При этом форма спайков их не меняется в течение всего времени регистрации. И, ну, то есть вот этот аргумент, там, контраргумент к стабильной регистрации, что несмотря на то, что наш электрод может гулять от одной клетки к другой, а мы все равно будем видеть одни и те же свойства, мне кажется, что он не очень состоятелен.
Мы провели еще более детальное исследование уже с учетом паттерна, временного паттерна разряда отдельного нейрона, и провели его в том смысле, что мы взяли перистимульные гистограммы, превратили их вот в такую матрицу, которая дальше использовалась для корреляционного анализа. И корреляционный анализ проводили для ситуации, когда мы регистрировали, заведомо мы знали, что мы регистрируем активность двух разных клеток на двух разных электродах, либо активность двух разных клеток на одном электроде и активность одного и того же нейрона в течение длительного времени на одном и том же электроде. Это все вот для каждого вот такого вот нейрона составлялась матрица, и для каждой ситуации, и вот ситуации сравнения, вот эти 3 ситуации сравнения, а это соответствующее распределение коэффициентов корреляции для этих ситуаций. То есть самые высокие корреляции между такими матрицами ответов нейрона получается в том случае, если мы регистрируем активность от одного и того же нейрона, и можно еще раз посмотреть вот те нейроны, которые показывают высокие уровни корреляции, как они в течение вот этого длительного периода времени, как они разряжаются, насколько стабилен их вот временной паттерн разряда. Ну и те нейроны, у которых там коэффициенты корреляции чуть похуже, можно посмотреть, как у них активность. Это такой, может быть, слабо разряжающийся нейрон, но у которого вполне есть четкие предпочтения и четкая активность. Хорошо. Теперь, если немножко отвлечься вот от тех конкретных вещей, с которыми я в свое время занимался, и опять перейти к тому, что же нам дает на нынешнем этапе экстраклеточная регистрация нейронной активности, то, конечно, большие перспективы связывают в том числе с использованием одновременной регистрации, либо одновременной, либо, скажем так, псевдопараллельной регистрации нейронной активности в ситуации, когда есть имплантированные микроэлектроды и возможность регистрировать ядерно-магнитно-резонансный сигнал, болт-сигнал в МРТ. Соответственно, есть конструкции, которые можно, это по большому счету воспроизведенная конструкция, которую использовали мы в своем эксперименте. Вот. Опять-таки можно использовать микроманипулятор для того, чтобы кончик электрода сдвигать в ткани. Вот. Ну, опять-таки, и показано, что кончик электрода и сами электроды не мешают регистрировать вот это вот паттерн активности в МРТ. Можно использовать большой набор стимулов, но вот то, о чем я говорил, 10 тысяч стимулов, и можно посмотреть, на какие типы стимулов лучше всего отвечает какой-то данный конкретный нейрон. Но это возможно только в том случае, если вот стабильные формы спайков, стабильные формы гистограмм межимпульсных интервалов, и доказывается на базовом уровне, что стабильно регистрируется активность одного и того же нейрона. И можно тогда делать уже довольно сложные вещи. Можно вот в таком режиме, сейчас я его называю псевдопараллельным, можно регистрировать активность одного и того же нейрона в те моменты, когда животное, например, не просто смотрит на один какой-то стимул, а просматривает определенный видеофрагмент. И вот здесь показана эта статья Суюнь Парк 2017 года. И здесь видно, что такие имплантированные микроэлектроды использовались для регистрации активности во время просмотра видеофрагментов. И видно, как вот здесь на верхней части, ну, может быть, не очень хорошо видно, но я рекомендую обратиться, собственно говоря, к оригинальной статье. Ее можно будет увидеть вот в моей презентации. И на самом деле нейрон
одним и тем же образом отвечает во время просмотра этого фильма. Даже если не контролировать или не безумно контролировать движение глаз животного, то есть оно приблизительно смотрит на экран и в этом случае получает подкрепление регулярно, что и глаза его более-менее смотрят в том направлении, в котором проигрывается фильм, то попытка за попыткой при разных повторениях этого фильма один и тот же нейрон в нижней височной коре отвечает определенным образом. Потом то же самое можно сделать в магниторезонансном томографе. И в принципе конструкция позволяет тоже параллельно регистрировать активность, но в данном случае здесь просто общим объединяющим моментом было проигрывание одной и той же зрительной стимуляции. И видно, что можно получить потом усредненную активность одного и того же нейрона, буквально усреднив ее по кадрам. И для конкретного фильма можно получить такую функцию изменения частоты разряда по всей длине фильма. А потом можно провести, например, корреляцию между активностью нейронной и активностью в определенном пикселе, полученном при регистрации МРТ. И при этой корреляции можно получить на самом деле те воксели, которые активируются параллельно с активностью какого-то определенного нейрона. То есть здесь здесь получается перекинуть мостик от экстраклеточной регистрации одного нейрона на то, как этот один нейрон включен в сложные большие сети мозга. И авторы получили очень интересные результаты. Например, они получили результат, что данный конкретный нейрон очень здорово коррелировал с теми моментами в видео, когда были крупным планом видны лица, и здорово здесь видна прям система пэтчей, которые задействованы в обработке информации о лицах. А другой нейрон, который регистрировался параллельно тоже, он, например, был абсолютно антикоррелирован то есть положительные корреляции показаны таким ярким красным цветом, а отрицательные корреляции, они синего цвета. А другой нейрон был просто абсолютно антикоррелирован с активностью всей зрительной системы. Это клетки, которые расположены рядом. Пока каких-то таких спекуляций, в общем-то, почему так, я, честно говоря, не знаю. И, по-моему, авторы не объясняют этого факта детально, но интересно то, что в той области, которая классически считалась связанной и в которой локализовали функцию зрительного восприятия и обработки сложных объектов, нейроны можно найти, которые абсолютно не коррелируют с активностью всей зрительной системы, со всей зрительной иерархии. Интересно тоже, что похожие нейроны, которые регистрируются на одном и том же электроде, у них может быть совершенно разный паттерн связи. Опять-таки, я говорю о том, что нейроны, которые лежат совсем рядышком друг с другом, на расстоянии 50 микрон, они могут быть либо связаны с системой распознавания лиц, либо вообще их активность может антикоррелировать с активностью всей зрительной системы. А кроме того, есть еще возможность тоже, если говорить о том, что умеют делать экстраклеточные регистрации, то здесь когда речь идет о длительных экспериментах и о сложных экспериментах, в том числе возможно как-то подступиться к изучению субъективных ощущений животного. И это можно сделать в парадигме межглазового соперничества, binocular rivalry. Это такая интересная иллюзия, когда человеку либо животному в разные поля зрения с помощью стереоскопа помещают два разных изображения, никогда не возникает такой смешанной картинки, никогда не воспринимается смешанная картинка. Если научить животное или человека попросить сигнализировать о том, что он видит в конкретный момент времени, то он будет говорить, что он видит либо эту картинку, либо вторую. Но
эти два стимула находятся постоянно на экране монитора, и с помощью стереоскопа они только попадают в разные глаза. Вот, соответственно, вот такая парадигма поведенческая. Очень сложно животное заставить работать в таком режиме. С человеком это проще. Человек тоже какое-то время наблюдает за этой ситуацией, а потом начинает как-то вот сигнализировать о переключениях восприятия осознанного такого какого-то конкретного объекта. Животное можно научить. Животное, кроме того, можно вставить вот в этот, поскольку мы контролируем эксперимент, то можно вставить два одинаковых стимула, и тогда животное должно однозначно отреагировать нажатием на тот либо на иной рычаг, который ассоциирован с определенным объектом. Вот, и такие поставить как бы ловушки в ходе эксперимента. Но большую часть эксперимента, конечно, у него такая неоднозначная ситуация, и животное каким-то образом ну, не каким-то образом, а нажатием на рычаг сигнализирует о том, что оно видит в конкретной. И то есть фактически это как бы субъективная реакция животного на стабильную физическую ситуацию во внешнем мире, сенсорную ситуацию. И мы можем одновременно регистрировать нейронную активность с помощью экстраклеточного электрода. И видно, что вот совершенно четко есть частота разряда увеличивается в тот момент, когда животное говорит, что вот я вижу сейчас вот этот определенный объект. То есть здесь показаны внизу реакции животного, а вверху активность отдельного нейрона. Ну и чтобы завершить мою сегодняшнюю лекцию, я немножко хочу рассказать еще о перспективах и о тех проблемах, которые связаны с экстраклеточной регистрацией. Весь мой рассказ или там центральная его часть, она как раз была посвящена тому, чтобы показать, что экстраклеточной регистрации с помощью одного микроэлектрода сменились сейчас вот регистрациями с помощью множественных микроэлектродов или с помощью каких-то специальных устройств, микропроб, которые позволяют регистрировать активность множественных клеток одновременно. Вот. Но с этим совсем связано большое количество проблем. Вот. И одна из первых проблем – это, собственно говоря, такое обеспечение надежного интерфейса между нейронной вот этой пробой, между устройством, которое внедряется в мозг, и тканью. И здесь вот есть две характеристики, значит, модулюс Юнга, который связан с какой-то внутренней структурой, с внутренними характеристиками разных материалов. И здесь, например, приводится углеродное волокно, силикон, металлы, полимеры, гидрогель и ткань мозга. И то есть видно, что все те материалы, которые лучше всего позволяют регистрировать активность нейронов и хронически регистрировать, и с хорошим разрешением, вот, они все далеки по своим механическим свойствам от ткани мозга. И то же самое то, что называется, с прочностью на изгиб, тоже металлы, силиконовые пробы, они на несколько порядков превышают вообще те характеристики, которые свойственны мозгу. Единственное, что приближается более-менее по своим механическим характеристикам к мозгу, это, собственно говоря, вот эта вот такая сетчатая электроника. Вот, и вот этот тип регистрирующих устройств, он, наверное, имеет наибольшие перспективы, потому что он не нарушает во-первых, не нарушает естественного соотношения глиальных элементов и нейронных, что крайне важно, если мы хотим изучать активность
живой ткани и нормальной ткани, а не патологически перерождающейся. Тогда как вот, например, силиконовые пробы, они неминуемым образом вызывают, поскольку мозг постоянно, есть постоянные какие-то микросдвиги ткани мозга относительно вот самой этой пробы, самого такого сложного микроэлектрода, то волей-неволей возникает микроповреждения, которые вызывают миграцию глии в этом направлении. Здесь появляются нейровоспалительные процессы начинаются. Вот, и, соответственно, для того, чтобы с ними справляться, нужна глия, и меняется абсолютно соотношение. Если видим, что здесь вот здоровая ткань мозга выглядит таким образом, то все, что окружает силиконовую пробу, э, нельзя говорить о том, что это прям нормальная живая ткань мозга, и что нейроны в этой обстановке могут функционировать нормально. Вот, именно поэтому, в общем-то, продолжается такое технологическая гонка за разработкой новых устройств, и она идет, скажем так, в трех разных направлениях. С одной стороны, это увеличение плотности регистрирующих контактов на вот этих устройствах для того, чтобы можно было увеличить то, о чем я говорил в какой-то момент в своей лекции, выход полезный от экстраклеточных регистраций нейронной активности в мозгу у мелких, например, млекопитающих. Э, это как бы одна вещь. Но вот такого рода конструкция, они отличаются тем, что тестируют скорее какой-то маленький объем мозга, поэтому, с другой стороны, идет тут еще развитие в направлении тоже того, чтобы охватить большие пространства мозга, но пока здесь вот это устройство NeuroGrid, оно скорее используется для поверхностных регистраций локальных полевых потенциалов и, может быть, отчасти нейронной активности в поверхностных слоях, нейронной активности отдельных клеток в поверхностных слоях коры. Вот. С другой стороны, и это вот первое направление развитие, это значит повышение плотности контактов, но и одновременно эти конструкции пытаются сейчас в них интегрировать тоже уже какую-то электронику для того, чтобы облегчить запись, вот, и присоединение тоже к дальнейшей регистрирующей аппаратуре. То есть вот такая вот штука, она может быть уже содержать электронику, ей нужно только питание для того, чтобы успешно регистрировать экстраклеточную активность от ткани мозга. С другой стороны, есть вот эти устройства, которые в перспективе могут позволить длительное время стабильно регистрировать активность одних и тех же нейронов, потому что они по своим механическим свойствам очень похожи на ткань мозга и минимально на нее воздействуют вот в плане патологических процессов. А кроме того, конечно, экстраклеточные электроды уже с самого начала и сейчас особенно, их хочется все-таки сочетать с какими-то другими методиками, которые сейчас есть в распоряжении у нейрофизиологов. И, например, вот такие многофункциональные микроэлектроды сейчас тоже получают, или там пробы получают развитие. И с одной стороны, они могут сочетаться например, с подачей каких-то веществ локальной, с одновременной регистрацией экстраклеточной активности. Вот, а с другой стороны, они могут тоже быть использованы как вот устройства, которые регистрируют активность в ответ на световое воздействие в экспериментах, в которых задействована оптогенетика. И это вот будущее, к которому, в общем-то, движется во многом, такое технологическое будущее, к которому движется нейрофизиология и та ее часть, которая связана с регистрацией экстраклеточной активности одиночных нейронов. И идеологически я как бы возвращаюсь к
к началу своей лекции, это все связано с тем, что мы пытаемся локализовать функцию на каких-то конкретных на каких-то элементах сложной системы, которой является мозг, и мы пытаемся локализовать эту функцию на уровне отдельных клеток, экстраполировать потом дальше на нейронные сети, вот эти локализованные функции, как они могут появляться в распределенных сетях мозга. Ну, а кроме того, на уровне целого мозга, как потом вот этот маленький функционал выражается в сложном поведении, которое не устроена, судя всему, по принципу черного ящика, а это, которое просто отвечает на стимуляцию. Это на самом деле сложное поведение, связанное с такими вот петлями обратной связи. На этом все. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Игорь Вячеславович. Коллеги, у вас есть вопросы какие-нибудь к лектору? Да, есть. Там. Да, Виталий Михайлович. Здравствуйте, спасибо большое за очень интересную лекцию. Я хотел бы спросить по поводу таких вот, вы рассказывали о пучке электродов, то, что, собственно, у вас, наверное, есть сейчас, да, и рассказывали о более таких продвинутых современных системах, которые только разрабатываются сейчас. А вот посередине где-то располагаются системы типа юта-массивов, то есть те, которые позволяют точно по глубине коры, например, активность регистрировать, и те, которые позволяют по площади. Ну вот они напоминают нейрогрид, которые Да. сказали, да? Мгм. Вот, как ваша лаборатория, то есть есть какая-то перспектива хотя бы на такие системы? Нет, вот в моем понимании перспективы на UTA Array точно, и у меня никакого к этому нету интереса. И я считаю, что вот в свете механических свойств UTA Array это одна из самых неудачных систем. Вот, несмотря на то, что я знаю, что она активно сейчас используется в том числе вот в этой системе интерфейсов, инвазивных интерфейсов мозг-компьютера, который называется BrainGate. Вот, но вот я считаю, что по механическим свойствам это одна из самых неудачных конструкций. Вот там сама вот эта подложка и большое количество плотно напиханных электродов, они, в общем-то, вызывают, я практически, ну, я не видел таких вот точных оценок, вот, хотя были работы, вот, но они, мне кажется, вызывают довольно сильные воспалительные процессы, вот, там очень сильное повреждение идет ткани. Надо понимать, что мозг это очень деликатная ткань, в которую нужно аккуратненько вводить инородные тела, и с ней нужно очень бережно относиться. Вот, на мой взгляд, УТРА не бережно относится к мозгу. Ну, тут, да, действительно, они позволяют работать только в течение максимум там нескольких дней, но тем не менее они дают информацию, которую вы пока не можете получить вот пучками электродов. Ну, мы каждый раз находим компромисс между той информацией, которую мы можем получить. Кто-то хочет получить больше информации в течение длительного времени, а кто-то хочет получить более точную информацию пространственную. Ну вот разные конструкции электродов, они действительно и по-разному с этой проблемой работают. Ну вот, мне больше интересны действительно долговременные аспекты нейронной активности и возможность регистрировать одного и того же нейрона длительное время. Мне кажется, что вот эта вот система, то, что сейчас вы, в принципе, должны видеть все еще на экране, вот эта вот система такой сетчатой электроники, вот мне кажется, что у нее есть очень хорошие перспективы в будущем, потому что она как раз будет давать стабильность регистрации. А как вы относитесь к технологии Neuralink, которая предлагает?
Ну, технологию Neuralink Маск пока просто повторяет то, что сделали до него все остальные. Вот, поэтому пока какой-то там супер технологии, которую он использует для своих электродов, я пока там как-то не очень ее увидел. Вот, он пока просто делает то, что сделали до него уже 20 или там 30 лет тому назад. Вот, а когда он что-нибудь предложит новенькое, ну тогда посмотрим. Но тем не менее он удовлетворяет вашим требованиям, то есть вживленные электроды с помощью этой технологии, они вот действительно мало повреждают ткань и могут быть хронически имплантированы. Вот, это раз. И самое ценное то, что с помощью конфокального микроскопа они могут точно определить, где находятся электроды. Ну да, это тоже важно, да. Спасибо за ответ. Спасибо. Ну что, больше нет вопросов? У меня есть вопрос тоже, но, может быть, не про электродную, ну, в смысле, не экстраклеточную регистрацию. Тоже сейчас появилась технология золотых этих проводок, татуировки золотом, которые позволяют регистрировать, ну, там, кардиограмму, например. Вполне возможно, можно сделать электроэнцефалограмму. Тоже не читали ничего Нет, похожего? ну вот есть такая, я читал, и я вот не включил. Была такая работа несколько лет тому назад, просто сейчас как бы все двигается достаточно быстро. Была работа, есть тоже такие золотые, действительно тонкие нити или тонкие сеточки электродов, которые, по-моему, даже в какой-то биоразлагаемый материал Да-да-да, погружают, они и прямо, да. их прям на поверхность коры можно положить. Вот такие работы были. И они действительно, они очень хорошими обладают такими биосовместимыми свойствами, и можно действительно очень хорошо регистрировать активность от таких электродов. То есть, ну, как Но бы... это электрокартиограмма или они прямо проникают? Картикограмма в основном. Да. Вот. То есть, ну, да, пока вот разрешение такого до нейронного уровня, оно как-то, мне кажется, с такими большими конструкциями, ну, относительно большими, относительно клетки, вот, оно как-то пока плохо получается. Хорошо, спасибо большое. Тогда, если больше вопросов нет, то до свидания, до следующего. Спасибо за внимание. Я надеюсь, что хоть какой-то след останется от моего выступления сегодняшнего, и, может быть, вот экстраклеточная регистрация хоть отчасти станет как-то понятнее слушателям. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое.